Всем привет, друзья! У меня есть вот такие силиконовые формы кирпичиков Лего, и я снимал с ними несколько видео. Я заливал в эти формы разные вещества, такие как шоколад, вода, расплавленный воск, расплавленный сахар, желатин и даже жидкий металл галлий, чтобы посмотреть, какими получатся кирпичики Лего из разных материалов. И вот, друзья, я купил новую силиконовую форму. Это тоже кирпичик Лего, но он огромный, вы только посмотрите. Тут написано Lego Maxi. Этот маленький кирпичик имеет объем 14 мл, а здесь 1400 миллилитров. То есть этот кирпич в 100 раз больше, чем этот. И вот сегодня я также буду заливать сюда разные вещества и делать уже огромные кирпичи Лего. Первое, что мы будем заливать в эту форму, это шоколад. Посмотрите, у меня осталось от одного из старых видео целая куча шоколадных кирпичиков. Кстати, эти кирпичи побелели, но я прочитал, что это нормально. Шоколад имеет свойство белеть, но он не портится. Посмотрите, внутри он все такой же шоколад, можно разломать. И вот, друзья, давайте сейчас расплавим эти все кирпичики и зальем их сюда. Я взял кастрюлю и высыпал в нее шоколадные кирпичики. Кроме кирпичей из коричневого шоколада, тут также есть кирпичи из белого шоколада и красного. Интересно, какой цвет в результате получится, когда это все расплавится и перемешается. Я взял маленькую газовую плиту, поставил на нее большую кастрюлю с водой и уже сюда поставил кастрюлю с шоколадными кирпичами. Включаем огонь, и когда вода закипит, кирпичи из шоколада начнут плавиться. И вот прошло полчаса, и кирпичи расплавились и превратились в жидкий шоколад. Остались небольшие комочки, но это не страшно. Кстати, все цвета поглотились, и остался только чисто шоколадный коричневый цвет. А теперь давайте выльем расплавленный шоколад в нашу новую огромную форму Lego Maxi. Я надеюсь, что расплавил достаточно много шоколада, чтобы заполнить эту форму. Да, друзья, смотрите, идеально, как раз весь шоколад уместился в эту форму. Осталось только разровнять шоколад, чтобы заполнить все углы нашей формы. Вот так. Готово. Посмотрите, какая огромная форма. Ну что ж, теперь давайте поставим эту форму в холодильник и будем ждать, когда шоколад застынет. На следующий день я достал форму из холодильника, и посмотрите, шоколад полностью застыл. Правда, тут есть небольшая трещина, и я надеюсь, этот кирпич не развалится на части. Я одел перчатки, чтобы шоколад не таял от тепла моих рук, и начал извлекать шоколад из формы. Сначала я аккуратно снял рамку, и затем начал потихоньку отрывать силикон от шоколада. А он довольно тяжелый, нелегко держать этот кирпич одной рукой. Вау, смотрите, как круто получается! Шоколад заполнил все углубления, и мне кажется, кирпич получится очень красивый. Главное, чтобы он не разломался на части. Вау, друзья, круто! Все получилось! Вы посмотрите на это! Какой крутой кирпич у меня получился! Это идеально! Есть, правда, трещина, но он не распадается. Вау, класс! Да он очень тяжелый. Кстати, попробуйте угадать, сколько он весит. Немного позже я взвешу его и скажу правильный ответ. Вот это плитка шоколада! А вы бы хотели съесть такую огромную плитку? Вот бы, кстати, построить дом из таких кирпичей. Правда, было бы круто. Мне очень нравится этот гигантский Лего кирпич. А следующий мега кирпич я буду делать из сахара. Я высыпал половину упаковки сахара в кастрюлю, долил немного воды и включил огонь на плите.
Сахар закипел и начал постепенно темнеть, превращаясь в карамель. Тут самое главное не пропустить момент и не дать сахару сгореть. Послушайте, как красиво булькает кипящий сахар. Похоже на кипящую лаву. Кстати, нужно быть очень аккуратным, чтобы не обжечься, и обязательно использовать рукавицы. И вот я уже выливаю первую порцию расплавленной карамели в нашу огромную форму. И как видите, я не заполнил даже половины этой формы. Смотрите, какая классная карамель у меня получилась! Такой приятный цвет и, кстати, очень мало пузырьков воздуха. Я высыпал вторую половину упаковки сахара, долил воды и снова включил плиту. Казалось, что я делаю все точно так же, но, наверное, я все-таки немного рано снял сахар с плиты. А может быть, я слишком часто перемешивал ложкой. В общем, в этот раз карамель получилась не такая красивая. Было много пузырьков и как будто виднелись кристаллы сахара. Наверное, все-таки я поспешил и рано выключил огонь. А это уже третья порция карамели, и она получилась гораздо лучше. Посмотрите, пузырьков, конечно, много, но они быстро лопаются и исчезают. В этот раз карамель получилась просто отличная. А это уже четвертая порция карамели, и она тоже получилась очень хорошо. Посмотрите, какой классный насыщенный цвет, как будто сироп Кока-Колы. Мне как раз хватило карамели, чтобы полностью наполнить форму до краев. И на это у меня ушло 2 килограмма сахара, представляете? Ого, посмотрите, форма немного деформировалась. Наверное, от высокой температуры не выдержал каркас из пластика. Но я не хотел, чтобы у меня был кривой кирпич, поэтому я решил прижать форму со всех сторон коробками, чтобы кирпич застыл с ровными краями. Вот такая конструкция у меня получилась. Ну что ж, осталось только подождать до завтра. Ну вот, друзья, прошли сутки, и наша карамель застыла. Посмотрите, это похоже на стекло или на пластик. Кстати, пузыри застыли, а еще искривился пластик и так и затвердел, да. Ну что ж, давайте будем как-то извлекать из формы. Посмотрим, что за кирпич у меня получился. Мне пришлось немного повозиться, чтобы снять каркас, но в итоге мне все удалось. Вау, друзья, смотрите, как круто получилось. Кстати, самая классная карамель была сверху, самая, смотрите, чистая и стеклянная. Вот посередине пенистый слой и снизу тоже немножечко получше, но сверху просто идеально. Видите, как я с 3-го или 4-го раза научился делать идеальную карамель. Жалко, что не весь кирпич такой вот классный, стеклянный, но все равно получилось круто. Похоже на застывшую пену из Кока-Колы. Класс, друзья! Супер! Вот это кирпич! Вот бы построить дом из такого сахара. Был бы сахарный домик, как из сказки. Итак, друзья, у меня уже есть 2 огромных лего кирпича. Один из шоколада, второй из расплавленного сахара. Вот это крутяк! Смотрите, какие они мощные! Вот бы мне много таких кирпичей, я мог бы построить огромный дом. Ну а теперь давайте, как я и обещал, взвесим эти кирпичи. Итак, кирпич из шоколада, сколько же он весит? 1 килограмм 687 грамм, больше чем 1,5 килограмма. Вот это да. Так, а теперь давайте кирпич из сахара. 1 килограмм 994 грамма, почти 2 килограмма. Ну правильно, я взял 2 килограмма сахара и расплавил и залил. Вот они, эти 2 килограмма без 6 грамм. Крутяк.
А сейчас будем делать лего кирпич из воска. Я купил целую коробку вот таких красных свечей. Тут их 30 штук. И думаю, что этого должно хватить, чтобы заполнить нашу форму. Но перед тем, как их расплавить, нужно снять вот эти наклейки. И вот такая гора свечей у меня получилась. Я взял резинку и закрепил их в виде вот такого конуса в кастрюле. И теперь ставим все это на плиту и зажигаем огонь. Свечи начали очень быстро плавиться, и кастрюля наполнялась расплавленным воском. И тут я понял, что взял слишком много свечей. Кастрюля была уже почти полная, а мне не нужно так много воска. Я начал вынимать свечи, которые не до конца расплавились, и, кстати, оказалось, что внутри они почему-то белые. А теперь берем нашу форму кирпича лего и заливаем в нее расплавленный воск. Я заполнил всю форму, и у меня осталось еще очень много воска. И тогда я решил залить этот воск в другие формы. Я залил форму медведя, но у меня все еще оставался воск. И тогда я взял вот такую форму с динозаврами и тоже залил ее воском. Вот столько форм я залил воском. Да, друзья, я купил слишком много свечей, достаточно было взять половину. И тут у меня родилась одна идея. Я решил взять один шнурок из свечи и положить его в форму с кирпичом, чтобы получилась свечка в виде кирпича лего. Итак, прошли сутки, и воск застыл. Ого, смотрите, как деформировался каркас от высокой температуры. Можно ли его как-то выровнять, как вы думаете? Ну ладно, давайте пока достанем воск из формы и посмотрим, какой кирпич у нас получился. Мне, кстати, очень нравится всегда доставать эти кирпичи из формы, когда они застыли. Это очень приятно делать. Вау, вы только посмотрите, какой крутой получился кирпич из воска. Кажется, что он сделан из пластика. Такая супер гладкая поверхность. Это очень круто выглядит. И цвет, кстати, получился очень приятный. Не красный, а такой малиновый. А вот, кстати, шнурок от свечки. Можно вот так поставить и поджечь. Получилась такая свечка в форме кирпича лего. А кстати, давайте взвесим этот кирпич. Всего 530 грамм. Это пока что самый легкий кирпич. Ну, конечно же, воск очень легкий. Он даже легче воды. Но у меня же есть и другие формы, которые я залил воском. Это медведь. Давайте посмотрим, какой он получился. Вау, смотрите, какой забавный мишка. Что у него с лицом? Он какой-то зловещий. Ля-ля-ля, я медведь из воска. Только жаль, что он не стоит, а падает. Ну ничего, давайте посмотрим, какие получились динозавры. Ого, смотрите, какой крутой динозавр! Очень красиво и четко получилось. Кроме этого динозавра я достал из формы еще два вот таких динозавра. И еще два вот таких динозавра. Ну и еще несколько разных динозавров. Вот они. А сейчас давайте сделаем лего кирпич из желе. Я купил 13 пачек пищевого желатина. Вот так он сейчас выглядит в виде порошка. И мне нужно будет растворить его в воде. Вот в этой кастрюле. Теперь добавляем сюда воду и размешиваем. Вода должна быть обязательно холодная, иначе желатин слипнется комочками и его сложно будет растворить. Смотрите, как желатин впитывает воду и разбухает. Давайте добавим еще немного воды и хорошо размешаем.
А теперь ставим кастрюлю на плиту, включаем огонь и непрерывно размешиваем. Через несколько минут этот густой желатин начинает нагреваться и превращаться в жидкость. Нужно хорошо нагреть, но нельзя кипятить, иначе желатин потеряет свои свойства. Теперь нужно убрать пену, которая образовалась сверху. И вот мы уже видим, что под пеной находится расплавленный жидкий желатин. И сейчас мы будем заливать его в нашу форму. В этот раз я немного не угадал, и форма заполнена не до самых краев. Но ничего, я думаю, и так будет хорошо. Я решил поставить желатин в холодильник, чтобы он быстрее застыл. На следующий день я открыл холодильник и увидел, что желе застыло и можно достать его из формы. Посмотрите, какое оно твердое! Это, пожалуй, самое твердое желе, которое я когда-либо делал. Круто! Давайте снимем каркас и достанем желе из формы. Вау, смотрите, как хорошо отделяется от формы. Такой приятный карамельный цвет. Посмотрите, это желе похоже на резину. В принципе, я так и хотел, чтобы Lego кирпич был крепкий и не порвался. Это желе точно не порвется. Посмотрите, какое оно упругое, похоже на резину или силикон. Очень крутой кирпич получился. Интересно, какой он на вкус? Это же пищевое желе, и его можно кушать. Но думаю, что оно невкусное. Смотрите, его можно бросать, и он прыгает как мяч. Прикольно, правда? А весит этот кирпич из желе 1 килограмм 177 грамм. Итак, друзья, теперь у меня есть огромный Lego кирпич из шоколада, из сахара, из воска и из желе. Напишите в комментариях, какой из этих кирпичей понравился вам больше всего. Кстати, каждый из них по-своему крутой. Главное, что они огромные, как настоящие кирпичи. И из них можно было бы построить настоящий дом, если бы их было много. Но, кстати, это очень дорого делать такие кирпичи, особенно шоколадные кирпичи. Но еще дороже получился бы кирпич из галлия. Я уже делал когда-то маленькие лего кирпичи из галлия, и они были очень крутые. Но, к сожалению, у меня очень мало этого удивительного металла. Вот все, что у меня есть. А мне нужно 8 килограмм галлия, чтобы заполнить эту форму. И, кстати, 8 килограмм галлия будут стоить около $5000. А у меня сейчас нет столько денег. Но если это видео наберет очень много просмотров, например, 10 миллионов просмотров, то, возможно, я смогу заработать эти деньги и купить 8 килограмм галлия. Поэтому, друзья, ставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями, чтобы это видео набрало 10 миллионов просмотров. И тогда я куплю 8 килограмм этого удивительного металла и залью его вот сюда. Ну а я с вами прощаюсь, друзья. До новых встреч. Всем пока.